Сегодня сериал «Феникс», 2004 год, автор сценария Ли Йо Джин, режиссер О Гён Хун, в ролях Ли Со Джин, Ли Ин Джу, Эрик Мун, Чон Хи Йон. Вы знаете, я переживала, что старые сериалы закончились и не про что будет рассказывать. Оказывается, до конца еще далеко. Я была уверена, что я этот сериал не видела. Но при просмотре ловила себя на мысли, что как-то мне эти сцены знакомы. Актер Ли Со Джин мне не нравится, какой-то он несимпатичный. А Ли Инжу очень милая, приятная актриса. В 2005 году она добровольно покинула этот мир. Она пребывала в депрессии, так как родственники гнобили ее из-за откровенных сцен в фильме «Алая буква», 2004 год. Я специально посмотрела этот фильм. Фильм ерунда какая-то. Ну, сцены как сцена, она же актриса. Мне даже показалось, что очень хорошие сцены, потому что во время одной такой сцены она истерила и рыдала. То есть очень убедительно было. Вот такая печаль. Я заметила ее еще в фильме «38-я параллель». Какие-то образы у нее получались с грустинкой. Очень приятная актриса. Очень жаль, что самые близкие люди осудили ее и тем самым приблизили ее конец. Не обращала бы внимания на чужое мнение. Жива была бы. Бедная девочка. Но вернемся к дораме. Сюжет. Богатая, капризная, избалованная девушка Чиин на дорогущей машине въехала в здание заправки, где подрабатывал бедный студент Сыхун. Вот с этого конфликта началось их знакомство. Чин, которая не привыкла себе ни в чем отказывать, внушила себе, что влюбилась в Сыхуна, забеременела и, можно сказать, вынудила парня жениться на себе. Богатые родители Чин категорически отказались принять бедолагу без роду и племени, но когда начались трудовые будни, любовная лодка разбилась о быт. Сыхун пахал как лошадь, готовился к экзаменам, а Чин бездельничала. Когда однажды Сыхун спросил, почему нет чистых носков, Чин отвечает: «Я не прачка». Ну и все в таком же духе. Вообще меня многие люди поражают, которые думают, что богатство, заработанное или тяжким, или не очень тяжким трудом, доставшееся им по наследству, это нечто незыблемое, и оно будет постоянно их сопровождать, без прикладывания особых усилий. Быть уверенным – это, конечно, хорошо, но как можно быть твердо уверенным в том, что зависит не только от тебя, но и от воздействия внешних факторов? Так произошло и в нашем случае. Чин вскоре разочаровалась в семейной жизни. К тому же муж категорически отказался принимать помощь семьи жены, и она вернулась к отцу, дела которого катились с горки. Кроме того, при очередной ссоре с Сыхуном Чин упала с лестницы и потеряла ребенка. Узнав от матери, что Сыхун уезжает в США, она садится в машину, едет в аэропорт, отец едет за ней, в результате отец погибает. Проходит 10 лет, семья Чин прозябает в бедности, Сыхун на коне, у него невеста из богатой семьи, которая попала в аварию по вине Сыхуна, и он как бы вынужден жениться на ней. Невеста передвигается на коляске. Кстати, эта невеста подруга Чин. Сыхун втайне от Чин нанимает ее официанткой для приема в честь своего приезда в Корею, а может в честь другого события. Ну а дальше, как обычно, любовные треугольники, чувства, ревность, желания, воспоминания, упреки. Сыхуном движет чувство обиды. Он постоянно напоминает Чин, как обошлась с ним семья Чин, и как они теперь поменялись ролями, и как Чин должна прочувствовать все эти муки, так как отец новоявленного богатого ухажера не хочет принимать бедную Чин. Финал не кажется счастливым, потому что произошло трагическое событие. Бывшая невеста Сыхуна, Мирян, покончила с собой, тем самым как бы открыв дорогу для воссоединения Сыхуна и Чин, или она чувствовала, что никак не может воспрепятствовать этому воссоединению. Образ матери главной героини в желании повыгоднее пристроить дочь и поиметь что-то с этого просто отвратителен. Очень жаль актрису, молодая, 25 лет, красивая, успешная, вся Корея у ее ног. Может, и ошиблась, согласившись на роль в «Алой букве». Но заплатить такую высокую цену неправильно это. «Феникс» — это была последняя ее работа. Люди, пребывающие в богатстве, всегда думают, что это с ними навсегда. Люди, пребывающие в бедности, тоже думают, что бедность с ними навсегда. Но давайте представим, что они поменялись местами. Богатый, когда скатывается в нищету, для него это почти всегда катастрофа, и он чаще не справляется с этим. Ну а бедный долго и нудно идет к богатству, поэтому он знает ему цену, и он готов, чтобы принять его. Да, и с хорошим всегда легче справиться, чем с плохим. Поэтому огромная ошибка считать, что удача всегда будет с тобой. Надо прогнозировать и черные дни.
И когда ты к чему-то готов, ты сможешь преодолеть это. Поэтому мне кажется, что богатым мамам следует научить своих дочек и готовить, и стирать, и убираться, и ухаживать за больными, и еще многому другому, потому что никто не знает, как сложится их жизнь. Потому что деньги, они такие. Сегодня они с тобой, а завтра убегут к кому-нибудь другому. И примеров тому великое множество. Что мне нравится в корейских сериалах, несмотря на их примитивизм, что всегда фоном идет нравоучение, не лишенное житейской мудрости, как в баснях Крылова. Вот смотрите, как богатая семья издевалась над бедным парнем, а он возьми и стань успешным и богатым. Вот так. На сегодня все. Всем пока.